with our attitude towards our children, especially when they become adults. At a certain point, you have to recognize their autonomy. Вопрос был такой, как относиться к своим детям, особенно когда они взрослые, и ответ таков: нам следует признать, что в какой-то момент мы будем вынуждены признать независимость детей, своих детей. Obviously, in their early stages of life and their childhood, they're very dependent on you, and you're most responsible for them. Ведь очевидно, что в начале их жизни, когда они еще маленькие дети, они зависят во всем от вас, и вы несете крайне большую ответственность за них. But even really, they're responsible for that karmic circumstance that they've been born into. Но на самом деле, в глубине, по сути, это они сами ответственны за те кармические обстоятельства, в которых они родились. Children, when they're babies, we think, oh, they're so cute, they're so innocent. Дети, когда они маленькие, мы думаем, о, какие они милые, какие невинные. But actually, they're responsible for the circumstance that they're born into. Но на самом деле, они сами ответственны, отвечают за те обстоятельства, в которых они родились. Like you have the maxim, for every action there's an equal and opposite reaction. Например, есть известные слова: каждое действие влечет равное противодействие. On the eastern side of things, it's called karma. С восточной стороны этот принцип называется карма. As I told before, we're all wearing our karmic dress. Как я уже говорил раньше, мы все одеты в свои кармические одежды. Someone posed the question, why do bad things happen to good people? Однажды кто-то задал такой вопрос: а почему с хорошими людьми происходят дурные вещи? In other words, there's nothing that we can see or observe in this lifetime that seems to warrant the kind of suffering they're experiencing. Иными словами, мы видим на примере жизни какого-то человека, что ничто, что мы видим в этой жизни, не может являться достаточной причиной для тех страданий, с которыми ему пришлось соприкоснуться. So why is someone who is observably good suffering apparently unnecessarily? Итак, почему же тогда тот, кто, судя по всему, не сделал ничего дурного, страдает, как кажется, без причины? The answer in a word is karma. Можно ответить одним словом: For a карма. reaction, there's an equal and opposite reaction. То есть каждое действие влечет за собой равное противодействие. So, and this gets more to the point of your question. И здесь мы приближаемся к сути вашего вопроса. Everyone is carrying within them the seeds of karmic reaction. Каждый человек несет внутри себя семена собственных кармических последствий. Vedic culture tells us they're in 4 stages of development. Веды описывают, что эти кармические семена проходят 4 этапа развития. You have seeds, Этап семени, then those that have sprouted, затем семя дает росток, those that have blossomed, затем цветет and those that are bearing fruit. и, наконец, приносит плоды. So you have your child or your children. Итак, у вас есть ребенок или дети. They've been born into this circumstance on the basis of their karmic destiny. И они родились в тех обстоятельствах, в которых родились, согласно своему кармическому, так скажем, предназначению. They were necessarily born to you and not to someone else. Ведь они обязательным образом родились именно у вас, а не у кого-либо еще. But that child comes with those karmic reactions in 4 stages of development. Но этот ребенок приходит, наделенный этими кармическими последствиями, которые находятся на различных, на всех 4 этапах развития. And within this life, they're going to be making real-time choices that are going to generate future reactions. И на протяжении своей жизни этот же ребенок будет в каждое мгновение принимать новые решения, которые будут приводить к новым кармическим последствиям. Look, even though you're very responsible, especially in the early stage of childhood development, you know as a parent, and those who are parents know, children, they exhibit individuality and individual tendencies very quickly after being born. И
каким бы ответственным родителем вы ни были, вы, как и все родители, знаете, что как бы вы ни заботились о ребенке, любой ребенок очень быстро начинает проявлять свои индивидуальные, отличительные склонности. And there's the old, sociological argument about, behavior and environment. It's a combination. С давних пор идут социологические споры, а что больше влияет на человека, окружение порождает характер или же наоборот, на самом деле и то, и другое. But you'll see certain innate, intrinsic tendencies from the beginning. Но все-таки вы видите какие-то изначальные склонности, заложенные в ребенка с самого начала. Like one thing I find repeatedly, amazing is little babies singing and dancing. Например, одна из вещей, которые я лично нахожу очень забавными, это то, что маленькие дети часто любят петь и танцевать. As though it's an intrinsic aspect of the soul for self-expression, to sing, to dance. Как будто бы это естественная потребность души в самовыражении через песню и танец. Sing and dance is an expression of happiness. Они поют и танцуют, выражая счастье. So that child, as they grow and develop, there's a transfer of, or a lessening of responsibility on your part as they grow into freedom and the full expression of free will. И по мере взросления ребенка постепенно ваша ответственность за него становится все меньше в соответствии с тем, как сам ребенок взрослеет и становится готов в полной степени выражать свою свободную волю. In terms of spiritual obligations, the obligation of a parent is to give them exposure to genuine spiritual substance. При этом на родителях есть духовная ответственность за ребенка, а именно позволить ребенку соприкоснуться с настоящими духовными идеями. But how they will respond to that is their own choice. Но станет ли ребенок принимать эти идеи или отвергнет, это выбор самого ребенка. So the Vedas introduced this idea of dharma and duty. Your duty is to give the exposure, but not be attached to the fruits, the results of that. Веды говорят о принципе дхармы, долга, и они говорят, что ваш долг, ваша обязанность это дать ребенку возможность соприкоснуться с этим. Но каков будет результат этого, это не зависит только от вас. But still, always on some subtle plane, there's some connection. Но все равно, пусть и на тонком плане, но связь с детьми всегда остается. As a child becomes famous in this world, their parents share in that fame to a certain degree. Когда ребенок добивается известности, славы в этом мире, то его родители также разделяют с ним эту славу. Or by the inverse, if they become infamous, the parents share. И наоборот, если ребенок становится печально известен, дурно известен в этом мире, то родители также делят с ним эту судьбу. So then that points to some sort of karmic sharing as well. Это указывает также на тот принцип, что мы делимся до какой-то степени своей кармой. Yes. Расскажите тогда подробнее, как карма родителей влияет на карму детей. То есть есть какой-то перенос грехов и в какой момент это происходит? Would you please tell in more details about connection between karma of parents and karma of children, and how at which stage that transfer is happening? I thought I just did. What should I say? То есть обратное влияние. Didn't I just describe that? Разве я только что не об этом говорил? Or it awakened your interest, your curiosity. Now Или you're просто любопытство появилось, а как же еще? И может быть, как уточните свой вопрос? I mean, unless you have to be more. I just gave a general description, I think, of that. I mean, do you think I did? All right, I'm just checking. So then ask me something specific. Поскольку общий принцип, как я думаю, я уже описал достаточно хорошо. Если у вас есть какие-то конкретные, более детальные вопросы, то, может быть, уточните свой вопрос. You want me to get, like, what if you're Hitler's mother? Может быть так, а что если вы мама Гитлера?
You know what I mean? That's going to be like, well, you know. Ну, понимаете, да, какого рода ситуация? Как тогда? We're going to tell you, he was cute when Нет, he was a наоборот, baby. я имею в Ведь виду, будучи- если не мама, а там ребенок, Say what I say. Гитлера, да, то есть как на него... Потому что когда Гитлер был маленьким ребенком, разумеется, он был очень очарователен и мил. Remember, a mother's vision of her child is unique. И поймите, что то, как мама видит своего ребенка, это уникально. Like we see all the time, they're interviewing some woman whose son has done something, you know, horrible, some ghastly crime, and she's saying, "My boy could never do that." Знаете, иногда бывает, что берут интервью у женщины, чей ребенок, чей сын совершил какое-то ужасное, просто отвратительное преступление. И мама с полной уверенностью говорит: нет, ну вы что, мой мальчик ни за что так не поступил бы. And not to excuse that, but there's a certain beauty there. И мы не пытаемся оправдывать преступников, но в этой идее есть своя красота. And this is something I think is a little more important. И я думаю, это указывает даже на более важный принцип. It shows that love cancels defects. Это указывает на то, что любовь способна превосходить изъяны. And that's actually what we're looking for. И на самом деле мы все стремимся к этому. In the midst of this karmic world, karmic circumstance, and all these things that we could analyze, what we're really searching for is unconditional love. Даже будучи окружены этим кармическим миром, своими обстоятельствами, мы все ищем безусловной любви. Nobody is clean here. В этом мире нет идеально чистых людей. Right? We wouldn't be in the material world if there wasn't some flaw. Мы не оказались бы в материальном мире, если бы в нас не было изъяна. Like our Guru Dev used to quote the English maxim, you know, it's Latin, to err is human. Наш Гуру Махарадж любил цитировать известные слова, которые пришли к нам из латыни. Человеку свойственно ошибаться. And he used to say about one of my friends, and he's very human. И продолжал мой учитель, говоря об одном из своих друзей. И он, этот человек, он очень человечен. Right? So we're all human. That means we're all flawed. We acknowledge that we're flawed. We're imperfect. Итак, мы все люди, поэтому мы все можем признать, да, мы несовершенны. Let's just acknowledge that. We are imperfect. Да, давайте признаем, мы ошибаемся, мы несовершенны. But there's an element within us that seeks perfection. Но при этом внутри каждого из нас есть элемент, стремящийся к совершенству. This is very interesting. И это очень интересно. We acknowledge that we are all imperfect, yet at the same time we can't deny that there's an element within us that seeks perfection. Мы все признаем, я несовершенен, но при этом также каждый из нас чувствует, внутри меня есть элемент, который побуждает меня стремиться к совершенству. But the tendency within us toward perfection is weak. Но наша склонность стремиться к совершенству слаба. Otherwise, we would acquire it at once. Иначе мы бы уже стали совершенны. Our Guru Maharaj wrote this in the beginning of a book he wrote entitled Sri Guru and His Grace. Наш Гуру Махарадж высказал эту мысль во вступлении к своей книге «Шри Гуру и его милость». So he's saying, acknowledging our imperfections and the weakness of our tendency to seek perfection, we realize the necessity for help beyond ourselves. И он продолжает эту мысль. Когда мы понимаем, с одной стороны, собственное несовершенство, с другой стороны, то, что у нас есть склонность к совершенству, и эта склонность очень слаба, это указывает на то, что мы нуждаемся в своем стремлении в помощи извне. He said, this makes room for the guide or guru. И именно это указывает на необходимость в проводнике или же гуру, To guide us from imperfection to perfection. который проведет нас от несовершенства к совершенству, From ignorance to knowledge. от невежества к знанию, From mortality to immortality. от смерти к бессмертию, From suffering to happiness. от страданий к счастью.